Всем привет! Сегодняшний видеоролик посвящен сборным масштабным моделям, и я хочу вам показать содержимое набора для самостоятельной сборки от английской мастерской HV Mod. Мы рассмотрим американский внедорожник марки Chevrolet, модификация Blazer, и этот автомобиль копирует прототип 1975 года. Очень редкий и, на мой взгляд, интересный набор. Интересен он тем, что это частичка истории, и набор выпускался очень давно. Я предполагаю, что дата изготовления данного набора – это конец 80-х, начало 90-х годов, то время, когда не было компьютерных технологий, то есть модели проектировались в докомпьютерную эпоху, их изготавливали вручную, делалась мастер-модель, ее изготавливал обычно скульптор, затем изготавливалась литьевая форма, отливалась масштабная копия и уже потом собиралась масштабная модель клиентам или самой мастерской. И у меня в коллекции довольно много различных наборов. Если у вас будет интерес к данной рубрике канала, то я продолжу показывать необычные сборные масштабные модели в собранном и в несобранном виде. Конечно, большинство наборов у меня в несобранном виде, нету времени заниматься сборкой, ну и я их собираю как частичку истории, потому что сейчас такое изобилие масштабных копий вы можете купить как готовое изделие, так и несобранную модель, и нету смысла ее собирать самостоятельно. Хотя, конечно, есть люди, которые увлечены именно сборкой масштабных моделей, это доставляет им огромное удовольствие, сам процесс, и уже готовый экземпляр они, возможно, дарят кому-то или продают его также на аукционах. Я, кстати, на аукционах довольно много встречал собранных и довольно качественных масштабных моделей из наборов AVD Models. И, конечно, если мы говорим о сборных масштабных моделях, то первое, что приходит в голову отечественному собирателю, это наборы из серии «Автомобиль в деталях» и AVD Models. Конечно, причина понятна, потому что этих наборов в продаже больше всего, огромное количество различных грузовиков, которые мы, кстати, тоже рассматривали на канале. И для этих наборов также в продаже в России очень много дополнений. Вы можете приобретать различные надстройки, также улучшения, светотехника, покрышки и так далее. Раньше всего этого, к сожалению, не было. И у меня также в коллекции есть наборы отечественных мастеров. Мы их тоже как-нибудь посмотрим. И модели отлиты из разных материалов. В основном это белый металл. Также есть олово, есть и пластиковые модели. Есть модели, которые изготавливались из, например, консервных банок. Тоже довольно интересное направление. Ну, давайте не будем медлить. Распакуем коробочку, посмотрим на содержимое данного набора. И вы в комментариях можете написать, какие сборные масштабные модели встречали вы. Возможно, это обычные наборы AVD Models, а возможно, что-то более экзотическое, о котором я не упоминал в своих видеороликах. И тут модель поставляется в довольно компактной коробочке. Она сделана из картона. На одной из сторон есть наклейка с указанием названия мастерской HV Mod и указан прототип Chevrolet Blazer. И эта модель идет под номером 11 у мастерской. Я посмотрел в интернете. По той информации, которую я нашел, у этой мастерской в основном преобладали американские автомобили, но также был и английский автопром. И были как легковушки, так и различные внедорожники. И в общей сложности модели насчитывается порядка 50 различных единиц. Модель очень тяжелая. Поставляется пакетик с запчастями, мы его посмотрим. И сам корпус масштабной модели. Тут также в комплекте идет некая инструкция. Давайте ее посмотрим первой. Вот так выглядит данный набор. Все очень примитивно. И опять же здесь модель, скорее всего, рисовалась вручную, а не на компьютере. Поэтому схематический рисунок тоже такой отдаленно напоминающий прототип. И все интуитивно понятно, куда что ставить. Деталей в наборе не так много. Написан адрес, скорее всего, магазина. И написано, что данный набор изготовлен в Англии. Вот такая инструкция. Давайте ее отложим. И посмотрим на содержимое пакетика с запчастями. Эту модель я покупал довольно давно, покупал ее на аукционе, купил ее как частичку истории. Скорее всего, собирать этот набор я не буду. Не вижу смысла, у меня есть похожий внедорожник, уже современный.
от производителя Matrix, если не ошибаюсь. Там модель сделана из эпоксидной смолы, у нее лучший уровень проработки, она более копийная, лучше смотрится на полочке, а эту модельку я буду хранить как частичку истории. Потому что все же интересно смотреть, какие модели изготавливали еще в конце 20 века. Здесь предлагается два передних сиденья. На деталях присутствует облой, их, конечно, нужно подготавливать перед покрасочными работами. И сложно сказать, при помощи чего нужно собирать эту модель. Скорее всего, детали вклеиваются, но иногда на старых наборах попадаются различные фиксаторы, защелочки, и вы детали просто вставляете в предназначенные для этого пазы. Следующий литник содержит, скорее всего, значок, который устанавливается на капот, дверные ручки и кронштейны для закрепления зеркал заднего вида, скорее всего. Металлические оси, их 2 штуки. Задний бампер. Есть место для установки регистрационного номерного знака. Деталь тоже требует обработки. Возможно, ее можно заполировать, чтобы она блестела, как на настоящем автомобиле. Тогда не нужно будет ее покрывать серебристой краской. Передний бампер. Он отличается от заднего наличием клыков и отсутствием места для закрепления номерного знака. Вот как раз здесь есть штырьки, которые вставляются в масштабную модель. Задний диван. Чем-то похож на передние сиденья. Как будто здесь 3 сиденья скреплены вместе в одно целое. Панель приборов. Тоже изготовлена довольно примитивно, но тем не менее виднеются различные органы управления. Также есть перчаточный ящик, еще какой-то элемент. Можно доработать эту деталь, но особого смысла нету, потому что модель довольно грубая, и делать какой-то элемент излишне ажурным, я думаю, нету смысла. Запасное колесо. Эта деталь тоже отлита из металла. Колесо как будто в чехле. И видны рытвинки. Тоже эту деталь нужно хорошо подготовить перед покрасочными работами. Далее идут корпуса зеркал заднего вида. Довольно крупные элементы. Они на ножках, но я думаю, эти ножки получаются сборными. Потому что у модели несколько отверстий для зеркала заднего вида. И, скорее всего, эта ножка идет как-то вот так. Получается такое крепление. Стеклоочиститель. По сравнению с современными дворниками из фототравления, эта деталь тоже смотрится довольно грубой, массивной. Но раньше не было технологии по изготовлению элементов из фототравления, поэтому отливали зачастую детали таким методом. Центральная часть рулевого колеса и рулевая колонка с рукояткой переключения коробки передач. Обод рулевого колеса. Эта деталь немножко искривилась. Она уже не похожа на круг. Нужно будет ее как-то выпрямить или заменить на что-то другое. Колесные диски. Колесные диски тоже довольно примитивные, похожи на старые саратовские колесные диски. Если поставить металлическую ось,
то она проходит насквозь. Нужно или приклеивать кончик, или завальцовывать его каким-то образом. Покрышки здесь довольно мягкие, они изготовлены из резины. Но отсутствует протектор, естественно, отсутствует боковая маркировка, в то время о таких технологиях даже не мечтали. И колесных дисков здесь 4 штуки. Так, перейдем к самой масштабной модели. Днище. Тут указан прототип Chevrolet Blazer, модель изготовлена в Англии и указана мастерская. Тоже очень примитивное днище, похоже чем-то на современные модели из эпоксидной смолы, у них тоже идет такая плоская планочка. Но здесь пытались изобразить что-то похожее на передний мост, нижнюю часть двигателя, выхлопная система. Довольно массивная металлическая деталь. Часть интерьера, напольное покрытие, также идет туннель, какие-то подлокотники, место для установления запаски, остекление, оно уже от времени пожелтело. И, по-моему, такое остекление делается методом вакуумирования, то есть берется обычный прозрачный лист, ставится на какую-то болванку и затем вакуумом и возможным нагревом ему придается вот такая форма. И последняя деталь — это сам корпус автомобиля. Как вы можете видеть, довольно грубое изготовление. Требуется много обработки перед грунтовочными работами. Но все же модель чем-то напоминает настоящий прототип. И если бы сейчас не изготавливали похожий Chevrolet Blazer, то, я думаю, я бы собрал этот набор и поставил модель на полочку рядом с более старыми изделиями, которые есть в моей коллекции. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о иностранных сборных масштабных моделях. Какие наборы для самостоятельной сборки видели в продаже вы, собирали ли вы похожие изделия. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.